olup gidecek burada. Biz utanılacak hiçbir şey yapmadık Sadakat Hanım. Cehennem olup gidecek. O Boran ve Sağ. Siz bunu bile bile bu evliliğe devam edeceksiniz, öyle mi? Sen bu kadın için ağabeyini de ananı da sattın. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Давайте вместе посмотрим, что произойдет в новой серии. Что произойдет, если Аля и Джихан не откажутся друг от друга? Разведутся ли они, как того хочет Садакат Ханем? Проснется ли Баран? Если Баран проснется, будет ли Аля вынуждена вернуться к нему? Как Демир будет сотрудничать с Экмелем? Как Баран отреагирует, услышав голос Денис? Почему Джихан не может сказать Алие: «Я не откажусь от тебя», потому что боится? Почему Садакат Ханем выгнала Алью из особняка? Сможет ли Джихан остановить Садакат Ханем от такого обращения с Алией? Что скажет Денис Джихану и Алие, и что услышит Денис? Узнает ли Денис, что ее отец жив, благодаря Садакат Ханем? Все это и многое другое в этом видео. Если вы предпочитаете, чтобы Баран выжил, то все будет разрушено, и Джихан заберет Алью и Денис в другой особняк, а Садакат Ханем не останется с ними. Не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. А теперь давайте перейдем к анализу. Приятного просмотра. 33-я серия «Далекого города» раскроет самые глубокие раны в сердцах, серия, в которой подавленные эмоции наконец-то вырвутся наружу. Внутренний голос каждого героя на этот раз зазвучит громче, ведь больше нет секретов, которые можно скрыть. В этой серии границы любви и совести подвергнутся испытанию. Каждое мгновение, которое Аля и Джихан не могут отпустить друг друга, лишь разжигает гнев Садакат Ханем. Аля и Джихан не откажутся друг от друга, и из-за этого их судьбы будут становиться все сложнее. Угрозы Садакат Ханем и растущее напряжение в особняке способны все разрушить, но связь между их сердцами останется нерушимой. Хотя Аля и говорит, этого больше не будет, надежда, которую она не в силах сдержать, расцветает в ней, когда она смотрит в глаза Джихана. Эта надежда найдет отклик в сердце Джихана, но он не сможет открыто принять эту любовь. Джихан будет бояться проклятия матери, тени брата и груза прошлого. Он не сможет сказать Алие: «Я не откажусь от тебя», потому что знает, что эти слова полностью разрушат его семью. На этот раз Садакат Ханем будет полна решимости. Заявив: «В этом доме нет места беззаконной любви», она выгонит Алью из особняка. В ее глазах Аля станет не женщиной, предавшей Барана, а опасностью, очерняющей доброе имя семьи. Впервые Аля предстанет перед Садакат Ханем с гордым видом. Она не сможет сдержать слез, но ее уход не будет безмольным. «Я никого не предавала, просто не смогла разлюбить», — скажет она. Эти слова гневом отзовутся в сердце Садакат Ханем. Джихан попытается остановить ее, но окажется бессильной перед решимостью Садакат Ханем. Выйдя за ворота особняка, Аля оставит после себя не только любовь, но и семью. В комнате Барана воцарится гробовая тишина. Врачи все еще не ждут чуда, но сердцебиение Барана внезапно начнет меняться. Возвращается медленный, но отчетливый ритм. Денис бежит по коридору и спрашивает: «Можно мне пойти к отцу?» Эхо ее голоса донесется до комнаты Барана. Голос девочки тронет сердце Барана, и в этот момент кончики его пальцев дрогнут. Это движение заставит всех в комнате затаить дыхание. Баран отреагирует на голос Денис, ведь любовь Денис найдет отклик в его сердце глубже, чем в сердце Алии. К тому времени Алья уже уедет из особняка, но ее сердце все еще будет биться. Странное чувство внезапно охватит ее, она прошепчет: «Баран». Это будет означать возрождение их прежней связи. Джихан тем временем помчится в больницу. Увидев, как двигается рука Барана, он не будет знать, что делать. Первое, что приходит ему в голову: все кончено, но ни слова не сорвется с губ. Потому что сердце любимой женщины будет вынуждено вернуться к своей прежней владелице. Баран проснется, но не вспомнит всей тьмы прошлого.
Открыв глаза, он произнесет лишь имя Алии. Садакат со слезами на глазах обнимет сына и прошепчет: «Бог вернул тебя мне». Но память барана будет разбита. Он узнает своего брата Джихана, но когда он узнает, что Джихан теперь в жизни Алии, в его сознании начнется война. Эта война вызовет новую бурю в особняке. С пробуждением барана Садакат изменит свои планы. Теперь она потребует возвращения Алии в особняк, но это будет не прощение, а обязательство. Она пригласит Алью домой, сказав: «Ты его жена, ты вернешься». Алье придется вернуться, чтобы избавить барана от боли, но ее сердце останется с Джиханом. Это возвращение повергнет Джихана в безмолвное опустошение. Отныне Джихан будет просыпаться каждое утро с тем же конфликтом. Он не захочет предавать сестру и не сможет отказаться от Алии. Это вызовет новый страх в Джихане. Он не сможет сказать Алье: «Я тебя не отдам», потому что эта фраза будет не просто о любви, она будет выгравирована на его будущем, словно проклятие. Его страх будет связан не только с проклятием матери, но и с тем, что судьба у него отнимет. Со стороны Демира ситуация станет еще сложнее. Под давлением Надима Демир в конечном итоге объединится с Экмелем. Он будет вовлечен в интриги Экмела по ослаблению Садакат Ханем. Экмел скажет ему: «Если хочешь уничтожить имя семьи Альбора, нужно разрушить ее изнутри». Демир примет это предложение, но не осознает, что это приведет к его собственному падению. Экмел будет использовать Демира лишь как пешку. Кая заметит это сотрудничество и попытается предупредить Джихана, но Джихан будет занят Алией, поэтому не услышит предупреждения. В особняке постепенно начнет плестись ловушка. Эта ловушка разрушит не только их деловые отношения, но и семейные узы. Самый трогательный момент эпизода – разговор Денис с матерью. Когда девочка спрашивает: «Мама, где папа?», Алья разрыдается. Он хочет сказать: «Твой отец далеко, но в наших сердцах», но в этот момент Денис слышит в коридоре слова Садакат Ханем. «Твой отец жив, Аля его бросила», эти слова разобьют детское сердце. С этого момента невинность в глазах Денис сменяется мрачной тишиной. Джихан попытается помешать Садакат Ханем так обращаться с Алией, но не сможет. Садакат Ханем больше даже не станет его слушать. Она попытается отобрать у Алии сына, говоря: «Я тебя родила, я не оставлю тебя этой женщине». Но Джихан примет важное решение: если Аля уйдет, уйдет и он. Он подготовится, никому не сказав, но уйти будет так же больно, как и остаться. 33 серия закончится внутренним расчетом для каждого. Пробуждение барана вновь станет испытанием для совести Алии, преданности Джихана и гордости Садакат Ханем. В особняке воцарится тишина, но каждая тишина предвещает бурю. Фраза, которую баран произносит, открыв глаза, станет основой для новой серии, где Алья. И с этой фразой ни одно сердце в далеком городе больше никогда не забьется в своем обычном ритме. На этом мы завершаем очередной анализ. Не стесняйтесь делиться своим мнением в комментариях. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть новые видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.